Ну, начало занятий у нас без никаких отвлечений, начались теоретические и практические занятия. Когда я сдавал вступительные экзамены, я оказался в одной комнате со студентом-выпускником Замятиным Юрием Петровичем. С ним у нас состоялся первый разговор о том, что мне практически можно перейти на вольную борьбу, о которой я начал мечтать в училище, увидев брошюрку. Тогда в Абакане еще не было ни вольной, ни классической борьбы. Он заинтересовался этим. Я стал посещать тренировки по вольной борьбе. Он был мастером спорта, чемпионом Ленинграда. Потом, уже в 1956 году, я полностью перешел на специализацию по вольной борьбе. С первых занятий я отличался тем, что чувствовал ближний захват, так как я до этого занимался в Малой Сее национальной борьбой курес. С тех пор я начал выступать на всех соревнованиях, которые проводились в Ленинграде. Открытые ковры, первенство Ленинграда среди третьеразрядников, второразрядников, среди профсоюзов и на чемпионате Ленинграда. В 1958 году я выполнил норматив первого разряда, что давало мне право на окончание института имени Лесговта. Самый лучший результат в Ленинграде – второе место на первенстве Лос-ПС среди профсоюзов города Ленинграда. Один раз ребро сломал. На первенстве Ленинграда участвовал дважды. Неудачно. В институтские годы в Ленинграде моим лучшим другом был Евгений Шавгенов. Он был боксером, по национальности адык. Я его познакомил с его будущей супругой, можно сказать, что свел их, так как он был стеснительный. И за эту стеснительность и национальность родня жены его сначала недолюбливала, но потом однажды он усмирил на даче родителей жены группу хулиганов. И после этого его все полюбили, и соседи, и родня. Его однажды чуть не убили в Питере. Ударили сзади по голове, оглушили, и, думая, что он умер, закопали на кладбище. А он очнулся и вылез оттуда наверх. Но с тех пор стал инвалидом. Мы с ним вместе всегда пели в общежитии. Нас просили все петь разные романсы, особенно когда шли экзамены. Нам кричат с разных этажей: «Чарок! Шавген!» Мы откроем окна, сядем с гитарами на подоконниках и начинаем. Все высунутся из своих окон, слушают и подпевают. Интересное было время.
А Женька Шавгенов говорил, что он из княжеского рода и всегда был этим очень горд. Я над ним подшучивал, говорил: «Князь, закажи нам картошку». И вот мы идем с ним на поля, где уже собрали урожай, и ищем там гнилые картофелины. Потом приносим их в общежитие, моем и делаем из них что-то. Иногда было тяжело все это есть, но я сжимал живот и мысленно приказывал ему работать, перерабатывать пищу, ибо это его предназначение, а мое предназначение – отучиться в институте. А рабочая жизнь у меня не прекращалась. Кем я только не работал. А денег всегда не хватало. Все на лето уедут домой, а мы с Женькой Шавгеновым вдвоем оставались в общежитии. Так за все 4 года учебы я ни разу не съездил домой. Денег не было. Обычно работали грузчиками в порту, потом по кондитерским фабрикам. Наберем конфет в штаны, в карманы и идем через пропускной пункт, затаив дыхание. А контролерши нас обыщут, посмеются и, толкнув нас по задницам, скажут: «Ну, давайте, давайте, мальчики, проходите». И так до следующего раза. Придем в общежитие, распаковываемся. Ну, тут уж полэтажа у нас в комнате выстраивается в очередь. Запомнился мне случай с Женькой Шавгеновым. Нас пригласил один однокурсник к себе домой на Украину на летние каникулы. И вот мы зайцем едем на поезде. Вскоре будет проверка, и нас, конечно же, высадят. И тут вдруг вваливается мужик-шахтер. Едет с заработков на севере домой. Он нас накормил, напоил и купил для нас еще билеты. А утром нам уже выходить с поезда, а он спит. Кто-то из нас задел его чемодан, и он упал и раскрылся. А там полный чемодан денег. И вот мы уложили все деньги обратно и попросили проводницу присмотреть за шахтером, пока он не выспится. И вот что удивительно, нас было 3 молодых, бедных, голодных парня,
и ни у кого из нас даже в мыслях не появилось желание своровать эти деньги. Я потом вспоминал об этом случае и решил, что это было послано нам испытание от какой-то злой силы, и мы ее прошли. Однажды Женька Шавгенов говорит: познакомь меня с кем-нибудь. И вот мы взяли его с собой на танцы в городе. Там я его познакомил с его будущей супругой из Питера. Но на обратном пути нас стали преследовать питерские хулиганы. Обычно мы всегда убегали от них. Это было своеобразной вечерней пробежкой для нас, легко и весело. Мы специально дразнили преследователей, замедляя темп, а когда они слишком приближались, быстро делали рывок и отрывались от погони. Но в тот вечер Женька остановился и говорит: «Я из княжеского рода адыгов, а адыги никогда не убегают». Я ему говорю: это тактический маневр, это не трусость, их же много. Но он ни в какую. Пусть хоть 1000 будет, я не побегу, а вы можете убегать. В общем, в конце концов, мы все были вынуждены остаться с ним и дать настоящий бой на улицах Питера. Против каждого из нас было по 5-6 питерцев с кастетами, цепями, дубинами, и, конечно же, многим из наших прилетело. И все были очень сердиты на Женьку. Больше он с нами на танцы не ходил. Это было условие коллектива. И я вынужден был с этим согласиться. А Женька говорит: ну и ладно, не нужны мне ваши танцы. Я уже о свидании договорился. Женька Шавгенов после инвалидности стал работать директором музея в Лесговто. Так там всю жизнь и проработал. Всегда, когда я бывал в Питере, старался заскочить к нему в гости. Мы теперь с ним оба хромаем, смеялись, и в этом мы оказались похожи. Он организовал 25-летие окончания нашего курса. Все собрались, и тут вдруг многие стали меня обвинять в рукоприкладстве. А я даже ничего такого и не помню. Я встал, поклонился перед всеми и попросил прощения, если кого обидел. И тут ребята закричали, что не держат зла, ты все делал по справедливости. Я расплакался, а ребята стали нас с Шавгеном опять просить петь наши студенческие романсы. При нашей последней встрече он попросил меня помочь ему
в оформлении звания заслуженного работника физической культуры. Я все его документы отнес в Москве в спорткомитет. Мне сказали, что никаких проблем не должно быть.